Слава Украине, привет всем от Полонского. Давайте посмотрим на те события, которые уже произошли, и как они влияют на нашу жизнь. Надо сказать, что много всего интересного произошло. Итак, начнем с того, что сказал Трамп. То, что он написал, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с расистами, что печально, да, в общем-то, да. Вот, но я уже об этом записывал ролик, там не все так печально, там в этом же самом пост довольно длинный, он полностью обвинил Путина в том, что тот не хочет заключать перемирие 30-дневное, о котором говорил Трамп, полностью обвинил. Сказал, что США и европейские союзники хотят убедиться в том, что с Путиным не удастся заключить какие-либо сделки, соглашения, как он говорит, и делать из этого уже соответствующие практические выводы, вот это важно. Вот. И, конечно, наплевал Путину за загривок по поводу Второй мировой войны, потому что сказал, что без Соединенных Штатов Америки никакой Советский Союз войну не выиграл от слова вообще. Да, это, конечно, был плевок в самую душу. Вот, так что там не все так печально, там надо очень внимательно читать тот текст. И я об этом расписывал ролик, не буду говорить, больше все хватит. Но что делает Зеленский? Он говорит, окей, хорошо, мы же хотим мира. Ну давайте. Давайте, значит, что он говорит? Я сразу перевожу. Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня. Длительное и полное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийство. А вот теперь внимание, самое интересное, что пишет Зеленский. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что русские на этот раз не будут искать причин, почему они не могут. Вот это, конечно, блестящий ход. Просто блестящий. Ну, вы хотели встретиться? Окей, я еду туда. Я еду туда. Где там Путин? Давай, езжай. Собирай плешь до кучи, чемоданчики. И вперед. Да, конечно, тут Зеленский просто умыл этого московского плешивца, и теперь хочешь не хочешь, я не знаю, поедет он или побоится, наверное, все-таки побоится, вот, но не суть важно. Опять инициатива на стороне Украины, Украина диктует, что нужно делать, и тут, конечно, умыл Путина как хотел, просто на лету перехватил инициативу, это красиво. Да, ну, нам главное, чтобы действительно было перемирие, посмотрим. Либо же, чтобы все уже убедились окончательно, что перемирия не будет, потому что Россия его не хочет. Если, я думаю, что скорее всего так оно и произойдет, потому что, я не верю, что они согласятся на перемирие. По крайней мере, пока их не долбанут санкциями так, что там вообще, говорю, цурки и штаны слетят. Последнее, тогда да. Главное долбануть по нефти. Да, по нефти, чтобы они не могли продавать нефть, и тогда все будет хорошо. Тогда, конечно, нормально. И сразу же на тему нефти, вот еще один очень интересный момент. Горят два 25-метровых факела. Да, друзья мои. Ямало-Ненецкий автономный округ. Взорвались и упали две вышки. На месторождении с таким названием интересно. Харапур нефтегаз. Окей, Харапур нефтегаз имеет право на существование. При пожаре там 3 человека пострадали и т.д. и т.п. Не суть важно. Ребята, видео интересно, что есть качественные видео. Они внизу в описании к данному ролику есть ссылочки на эти видео. Как эти вышки нефтяные рашистские горели, а потом заваливались. Кстати, пожар идет до сих пор, потушить их не смогли. О чем тут идет речь? Тут есть два варианта, как обычно, событий. Первый – это действие антифашистского подполья на фашистской России. Да, ведь вспомним, даже в гитлеровской Германии было подполье, люди работали против Гитлера и так далее. Да? Вот. Либо же второй вариант – это просто-напросто изношенность оборудования, которое используют путинские бандиты с тем, чтобы выковыривать недра Ямала у немцев, воровать эту, значит, нефть ненецкую. Вот, быстренько все запиндюрить, все украсть, деньги, значит, вывести за кордон куда-то и свалить из Рашки. Так у них этот весь бизнес выглядит. Вот, и с большой долей вероятности, скорее всего, можно сказать все-таки, что эта изношенность оборудования привела к пожару.
и дальнейшему обрушению. Ну, там реально, ребята, там такая дура падает метров, может, 40 или 50 высотой, только лусь и завалилась. Красотища просто, это все дело горит. Вот. А это говорит о чем? Это говорит, что санкции все-таки полезны. Я вам уже несколько раз повторял такую вот элементарную вещь, что мало того, что цены на нефть падают, мало того, что куча танкеров российских влетели под санкции, и там сейчас катавасия полнейшая с этим. Вот. Но они еще не выходят на уровне добычи, который у них был в 2024-2023 году. Чтобы вы понимали, в 2024 год упал против 2023 на 3% добыча нефти. Просто почему? У них что, нефтяные скважины закончились и нефтяные месторождения? Нет. Нет, они не закончились. Но старые места, новые им нечем разрабатывать, нет оборудования. А старые, там, где нефть уже частично выкачана, они требуют новых технологий. Новых технологий тоже нет. Значит, их надо покупать. А они все под санкциями. Вот. Но они пытаются что-то там шмандыпирить собственными ручками, как говорится, кривыми, которые не из плечей, как у всех нормальных людей, а на России откуда? Правильно, из попы растут. Вот. Ну и вот они вот лепят из гей-палок вот эти вот нефтяные вышки с оборудованием российским уже, да? Ну и результат, как говорится, налицо. Это все заваливается, это все горит. И дальше, чем дальше, это будет по нарастающей идти. Даже без действий партизан-антифашистов или без действий антифашистского подполья на России, это будет просто из-за головотяпства и из-за того, что они сейчас пытаются впихнуть невпихуемое, то есть поставить какое-то свое ослиное оборудование, да, туда, где его не должно быть, где должно быть нормальное фирменное оборудование нормальных стран. Все, а это санкции полезны, тут ничего не скажешь. Так что я вам скажу, что вот эти вот горящие нефтяные вышки сейчас, это тоже, это действует на путинскую незаконную власть наркоманов и нацистов ничуть не хуже, чем победы ЗСУ на фронте, чем уничтожение массовое там, этих чмобиков, которые идут в атаку через минные поля. Мы на это все уже насмотрелись ни раза, ни два и ни 10, которые прут с выреченными глазами на ФПВ-дроны и так далее. То есть вот такая работа, когда эти вышки просто-напросто разваливаются и потом горят сутками, вот, это просто красота. Это ослабляет путинский режим. Да. И еще один момент. Вот когда вот такая вещь перестает добывать нефть, на этом с этой скважиной покончено. На это уже все. Это уже все. Никто ее учинить уже не будет, она там выгорит. А может и душить не будут, но там нечем тушить особо. А же ни дорог, ничего нет. Вот это выгорит, и на этом все. И так одна, вторая, третья, четвертая. И так оно и будет, собственно говоря. А нам что главное? Чем хуже там, тем лучше нам.